Уважаемые подписчики, сегодня хочу предложить вам рецепт цукатов из апельсинов и лимонов, которые можно использовать для выпечки. Для этой цели необходимо взять лимоны и апельсины, которые не были обработаны удобрениями. То есть это должны быть экологически чистые фрукты. Если такой возможности у вас нет, то их нужно очень тщательно промыть с мылом, щеткой несколько раз. После того, как мы вымыли фрукты, делим их на 4 части и удаляем мякоть. Мякоть удаляем практически полностью, но можно оставлять небольшую часть, так как это создает особую мясистость, и для выпечки это достаточно хорошо. Если есть возможность взять цитрусовые с толстой коркой, это будет очень хорошо. Я пробовала делать цукаты по разным рецептам, но вот этот рецепт лично мне нравится больше всего. Взвешиваем массу корок до того, как мы делаем последующие манипуляции. То есть мы вяжем, вот я пишу тара и количество корок, вес корок. Это нам потребуется для расчета сахара и воды. Замачиваем корки водой в большой емкости и оставляем на 24 часа под крышкой. За это время воду нужно будет слить и поменять в течение 3 раз, то есть каждые 8 часов. Можно менять чаще, но меньше нельзя. Это нужно для того, чтобы горечь ушла. После прошествия суток удаляем корки. Вот именно поэтому нам нужно было взвесить их до начала всех манипуляций, так как после того, как они провели 24 часа в воде, их вес, естественно, увеличился. Поэтому корки нужно взвешивать до всяких манипуляций. Удаляем их из воды. Вновь заливаем чистой водой и доводим до кипения и варим примерно 5 минут. Выкладываем их сразу в холодную воду. Вот я положила еще кусочки льда в эту воду. Сразу же выкладываем их. Это нужно и для того, чтобы прекратить варку, и для того, чтобы сохранить красивый яркий цвет. Все выкладываем. Вот они у нас красивые, яркие. Теперь наливаем половину от общей массы корок. То есть мы взвесили свежие корки до всех манипуляций, и половину от веса должна составлять вода. Сахар берется в той же пропорции, что и корки. То есть масса корок равна массе сахара и половине воды. Разводим эту смесь, этот сироп и доводим до кипения.
После этого выкладываем корки в сахарный сироп. Суть последующих манипуляций состоит в том, чтобы вогнать сахар в корки. То есть у нас получается равное количество сахара на вес корок. И именно этот весь сахар нам нужно вогнать в корки. Вот все выкладываем в этот сахарный сироп, который мы довели до кипения. Стараемся не добавлять больше воды, так как вода у нас составляет 50% от массы корок и от массы сахара, поэтому хорошенько убираем воду. Используем шумовку для этого. Теперь больше воды нам не потребуется. Это последняя партия воды, которую мы использовали в данном рецепте. Все хорошо перемешиваем и ставим на огонь. Ставим на огонь и доводим до кипения. Как только смесь закипела, убираем с огня. Убираем корки в отдельную емкость, в которой нет ничего. Убираем. Также стараемся, чтобы максимальное количество воды у нас, то есть сахарного сиропа у нас осталось в кастрюле. Не ушло вместе с корками, так как сироп мы будем уваривать. Как я уже сказала, суть всех этих манипуляций состоит в том, чтобы сахар, который у нас находится в сиропе, полностью вошел в корки. Поэтому стараемся корки максимально удалять без воды, без сиропа. Теперь ставим этот сироп и слегка увариваем. Увариваем буквально в течение минут 10. Вот у нас он так немножечко уварился. И теперь выкладываем опять же эти корки в этот сироп и оставляем на 12 часов под крышкой. То есть вот такую манипуляцию нам нужно производить каждые 12 часов, то есть 2 раза в сутки. То есть мы доводим корки в сиропе до кипения, снимаем с огня, удаляем корки из сиропа и немножечко увариваем сироп. То есть каждый раз сироп у нас будет становиться все гуще и гуще и гуще. И суть состоит в том, чтобы в конце концов весь сироп у нас вошел в корки, и в кастрюле ничего не осталось. На 4-е сутки мы видим, что у меня практически уже не осталось на дне никакого сиропа. То есть каждые сутки мы делаем вот эти манипуляции 2 раза, каждые 12 часов. Вот мы видим, что практически весь сахар уже вошел в корки. Они уже практически находятся без сиропа. Он совсем-совсем на донышке. Ну, вот на данном этапе можно уже их выкладывать на решетку для
высыхания. А можно еще раз дать сиропу закипеть и немножечко увариться. Это уже по вашему желанию. Ну вот на этой стадии можно сказать, что корки уже готовы. Ну, вот я их еще раз проварила, то есть довела до кипения, нагрела, оставила на 12 часов. И на 5-е сутки мы выкладываем теперь корки на решетку. Необходимо вниз подложить бумагу или противень. Вот я сделала и то, так как остатки сиропа будут стекать. Поэтому это желательно сделать. Вот я выкладываю корки слоями. То есть у меня вот эти решетки ставятся в несколько этажей. И я их выкладываю и оставляю на высыхании. Сильно высушивать не нужно. Они у меня простояли, наверное, суток 2,5, не больше. Можно, конечно, их довести и до очень сухого состояния. Но так как я делаю эти корки для выпечки, то железобетонные корки мне совершенно не нужны, а нужны мягкие, пластичные, в меру сочные. Поэтому я оставила их где-то на 2,5 дня при комнатной температуре. И затем они достигли той степени сухости, которая меня устраивает. И я выложила их в контейнер. Но, опять же, вы можете на этом этапе оставить их на более долгое время. Можете обвалять их в сахаре с ванилью. Можете разрезать их на тонкие полоски. Я считаю, что лучше готовить их вот такими четвертинами. И если вы хотите уже их потом готовить полосками, то лучше нарезать впоследствии. Потому что при приготовлении тонких полосок они имеют тенденцию ломаться и имеют неприглядный вид. Вот мы видим, что весь сироп у меня вошел в корки. Здесь ничего не осталось. Остатки вы можете убрать и использовать для выпечки. Вот по прошествии 2,5 суток они имеют вот такую вот консистенцию. Для меня она приемлемая и желательная, так как я использую ее для выпечки. Поэтому жесткими они мне не нужны. Я выкладываю их в контейнер, плотно накрываю крышкой и храню в холодильнике несколько месяцев. Так как мы знаем, что сахар является отличным консервантом, то эти корки хранятся в холодильнике вот таким вот образом многие месяцы. При использовании для выпечки я просто беру несколько четвертинок, нарезаю их кусочками, такими, какие они мне нужны, и использую по назначению. Как правило, такие цукаты используются для куличей, для пасхальной выпечки или для панеттоне, штолена, для выпечки новогодней и рождественской. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна,
если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!